Друзья, всем привет! Сегодня мы вам покажем дом. По архитектуре это классический шале. Каменный низ, деревянный верх. Много деревянных элементов, большие свесы кровли. Кроме шале, это уникальный дом, особенный дом. По своей наполненности, по своей планировке, по используемым материалам это вообще отдельный разговор. Ну и конечно же по своей локации. С вами как всегда Максим и Инна Балашовы, компания Inmax Недвижимость. Мы делаем обзоры недвижимости в Сочи и на юге России, а также помогаем подобрать лучшую недвижимость в Сочи. Вытесывался вручную, вложил душу в этот дом. Ну, развитый район, что там говорить. Бассейн размером 4×8, она действительно какая-то особенная. Давай вообще с самого начала. Видимо, я еще не разговорился, Бусюся. Несмотря на то, что это коммерческий проект, здесь видно, что он строился с любовью к каждой детали. Человек строил своими ручками, прям застройщик не нанимал рабочих, а своими руками. Понятно, что какие-то функции выполняли помощники, но основные, ключевые и важные элементы человек делал собственными руками. И он действительно фанатеет от этого дела. Дальше, конечно же, все это в обзоре мы увидим, но вот прямо сейчас хотел бы вам сказать, смотрите, отделка из камня. Каждый камень вытесывался вручную. Ин, покажи, пожалуйста, вот, завозился с карьера вот такой булыжник, плюс-минус, крупнее, мельче, там, неважно, разного оттенка, и уже вот из такого булыжника каждый камушек делался вручную непосредственно здесь на месте. Делались здесь на месте угловые элементы. Здесь даже попадаются вот такие камни со слюдой. Сейчас солнце сюда не попадает, но когда попадает солнышко, этот камень блестит. Видно на камне, вот они, насечки вот эти, друзья, посмотрите. Белые, видите, черточки. Естественно, с годами это все уйдет, он станет более однотонным, хотя он и сейчас смотрится великолепно. Это самая настоящая ручная работа. На изготовление только лишь вот одного углового элемента, вот этого углового камня, уходит 2,5-3 часа. Представляете, друзья, какой объем работ, какой объем времени потрачен на то, чтобы здесь сделать вот такое количество камня. Здесь ни одной простой какой-то деревяшки вы не увидите. Вот она, это ладья, так называемая, вот оголовок, да, вот этого столба. И такой же самый узор повторяется у нас на ограждениях. Здесь, скажем так, на террасе, на балконах, на стропильной системе. Дальше по дому, конечно, ну вот вы сейчас, наверное, в камеру уже видите, да, сколько у нас здесь деревянных красивых элементов. И повторюсь, здесь каждая деталь строилась, делалась, вот прям чувствуется, вот человек кайфует от этого. И он вот вложил душу сюда, в этот дом. Параметры дома. И очень важный момент, здесь нужно будет уделить локации. Но сейчас именно о технических параметрах дома. Площадь земельного участка 6,4 сотки, площадь дома 228 квадратных метров, 5 спален, кухня, гостиная, санузлы, гардеробные, все это присутствует. Красивая кухня-гостиная с панорамными окнами и великолепное пространство для отдыха с бассейном и мангальной зоной. Также на участке есть небольшой сад. Друзья, ну начнем обзор. По традиции от въезда, от входа во двор у нас здесь автоматические ворота, но это не единственный въезд. Второй мы еще увидим с вами, он находится выше, как бы резервный, дополнительный, гостевой, возможно там для хранения других автомобилей. Посмотрите на эти ворота. Это пицунская сосна, она была в свое время в диаметре 1,10 м. Как вы видите, ее разложили вот так бабочкой. То есть пилили вот эти доски и раскладывали вот таким образом бабочка. Она абсолютно у нас симметричная, одинаковая. Ну, может быть, знаете, слэбы натурального камня тоже из булыжника пилят слэбы, да, и вот так их бабочкой раскладывают. И получается у нас симметричный рисунок. Здесь применили тот же самый эффект. Парковка на 2 автомобиля. Спокойно 2 больших автомобиля помещаются. Еще обращу ваше внимание про уникальность. Ну, где вы видели, чтобы делали такие въездные группы? Это вот прям настоящий портал. Посмотрите на эти балки, огромные, длиннющие. Вот длина этих балок, обратите внимание. И они у нас, их здесь 2, опираются они аж на 2 колонны.
Колонны у нас имеют завершающий элемент, вот такую шапочку. Ну а дальше вот эти, если я не ошибаюсь, собственник рассказывал, но я запомнить, к сожалению, прям все не могу. Если я не ошибаюсь, это, по-моему, кипарис, а может быть какая-то сосна пицунская или что-то такое. Здесь только, посмотрите, всего лишь на въезде какой колоссальный объем работы, денег, времени. И все ради того, чтобы это выглядело, ну, прям вот красиво. Ты подъезжаешь к дому, это видишь, въезжаешь, видишь свой красивый дом, вот эту переменную этажность, да, потому что у нас здесь вот балкон, он как бы, разница по высоте между этим балконом и тем, она не в один этаж, а в пол этажа. И благодаря вот этому рельефу, смене объемов на доме, линий, благодаря этому дом смотрится намного интереснее. Это моя вкусовщина. Кстати, напишите, кто считает так же, а кто считает, может быть, это не обязательно. Когда ты въезжаешь во двор, ты должен видеть свой красивый дом. Неважно, ты можешь подъезжать сзади, с торца дома, спереди дома, но ты должен видеть, что дом вот твой красивый, а не просто какая-то непонятная белая стена, там какая-то штукатурина. По моему мнению, должно быть именно вот так. Здесь над головой у меня балкон, это балкон главной спальни. Вниз, кстати, вот еще, друзья, медь. Это медь. Вот она уже начала окисляться, начала уже патинироваться. Вот она скоро позеленеет, будет красиво. Мощение во дворе 16-миллиметровый клинкер. Уже сюда заезжала сильно нагруженный автомобиль грузовой для выгрузки определенного материала. Как вы видите, все целенькое. Ну, специально сделали именно на парковочной зоне толстую плитку, поэтому и небольшого формата. Вот, потому что если большой формат, она больше подвержена растрескиванию, все-таки маленькая, она более прочная. Вниз у нас пошли ступеньки на нашу лаунж-зону, зону развлечений, зону отдыха. Обязательно ее чуть попозже посмотрим. Ну а здесь получается вот такая, как бы получилось крыльцо, да, красивая зона. Можно даже какие-то кашпо, лавочку поставить, какой-то, знаете, вот сюда даже просится пару стульчиков, небольшой столик. Вышел, вот тут вот у тебя красота, зелень, вид на море, кофеечку попить. Ну, у нас вообще есть масса мест здесь для этого. Но вот почему-то мне, как Инна вот ввела новый термин, обуютить. Вот мне хочется почему-то этот уголок обуютить. Главная дверь в дом. Это грецкий орех, и здесь мы с вами все будем встречать редкие ценные породы дерева. Здесь простой древесины нет вообще. Ну, сосна иногда будет попадаться, а во всем остальном орех, кедр, лиственница, кипарис, платан, секвойя и все, что вы видите деревянное, это все сделано из этих пород дерева. Дверь выглядит, на первый взгляд, простовато, но по мне аутентично, и она абсолютно сюда подходит. Вот эти такие поднутренные углы поверхности, тоже еще особый квест был, как я сказал уже, да, делать угловые вот эти элементы, а здесь они, угол неправильный, не 90 градусов, перемычка из лиственницы, тоже деревянная, посмотрите, это целый массив дерева, вот по-настоящему. Вот, и мне кажется, вот другого здесь и не надо, она абсолютно здесь уместна. В общем, идем смотреть планировку. Мы входим на первый этаж. Ну а слева от меня сразу второй этаж. Зачем так спроектировали и почему? Сейчас мы с вами и будем разбираться. Сразу при входе на первом этаже у нас вот такое большое пространство. Предполагается это место под гардеробную. Большую просторную гардеробную с раздвижными дверями. Возможно, здесь будущий собственник поставит прям стену самую настоящую и установит межкомнатную дверь. По площади она достаточно просторная. И вообще, заходя в дом, мы сразу с вами попадаем вот в такой большой холл. Это даже не прихожая, а натурально холл, в котором у нас располагается и лестница, которая ведет у нас как бы на второй этаж. Но на самом деле это второй этаж.
Давайте тогда все по порядку. Это постирочная, хозяйственно-бытовая комната, примерно квадратов 10-12. Естественно, она с окном, с естественным освещением. Дальше у нас душевая и отдельно санузел, ну грязный санузел, где располагается унитаз, биде и, вероятнее всего, мойка. А с этой стороны у нас две абсолютно одинаковые комнаты. Одна из них может быть как гостевой, а другая может быть кабинетом. Но в любом случае будущий владелец однозначно найдет им применение. Эти комнаты имеют свой собственный выход на небольшую террасу, на улицу. Здесь у нас кипарисы очень активно растут, закроют этих соседей. Ну, на самом деле соседи очень красивый дом, вообще не смущает, но, по крайней мере, здесь можно поставить какие-то комплекты мебели, сидеть, кайфовать, наслаждаться видом на море в таком небольшом уютном уголке, где у нас зелень, камень, дерево. Ну, это вот вторая спальня, из нее уже выход такой же точно. Класс. Очень уютный уголочек. Представляете, у каждой спальни своя мини-терраса. А может быть, это у кого-то будет кабинет, сюда выйти на перекур, что-то обсудить. Класс. И здесь же, в этом холле, у нас располагается лестница, ведущая на второй этаж. Но второй этаж, друзья, как вы, наверное, сейчас уже видите, это всего лишь полэтажа. Это классный архитектурный прием. Он очень актуален в городах с активным рельефом. Безусловно, он у нас в Сочи тоже встречается, но очень редко. По большей части на Красной Поляне, потому что там все-таки шале, почему-то там вот принято иногда в домах делать вот такое решение. Но вообще на самом деле это актуально для всех домов, которые стоят на активном углу, на активном рельефе. Это очень удобно в быту, потому что для того, чтобы вам подняться как бы на второй этаж, вам нужно преодолеть всего лишь один лестничный марш. То есть это там условно 6 ступенек, иногда 5, иногда 7, все зависит там именно от проектировки дома. Это очень удобно, это очень красиво, потому что у нас как бы получается полэтажье всегда. Мы всегда с вами поднимаемся по полэтажа. Здесь из холла мы с вами поднимаемся в кухню-гостиную. Здесь порядка 50 квадратных метров. И, конечно же, друзья, самый главный акцент, помимо дерева, о котором я скажу чуть позже, это вот этот великолепный камин ручной работы. Это эксклюзивная вещь, которую вы нигде больше не найдете. Ну, просто посмотрите на его размеры, друзья. У меня даже не хватает размаха рук, чтобы вы оценили масштабы. В общем, камни, которые здесь были использованы, собирались годами. Это все местный камень. Собирался в море, в речках, где-то на природе, где попадались красивые камни. Все это собиралось и потом использовалось для строительства вот этого прекрасного камина. И еще один очень интересный элемент на камине – это вот эти огромные куски гранита. Друзья, как ни странно, в Сочи нет гранита, у нас здесь немного другой природы камень, но все же это местный гранит, было найдено пару булыжников, которые вручную кололи и изготовили из этого огромного. Вот это, по-моему, около полутонны весит только один вот этот камень. Вот, и изготовили вот такое прекрасное обрамление камина. Ну а вообще, если говорить в целом про эти камни, я, конечно, сейчас в подсъемах вам подкажу более подробно, какие здесь использованы. Безусловно, названия я их не знаю, друзья, но это такое разнообразие. Здесь нет ни одного одинакового камушка, они все абсолютно разные, все очень интересные и по-своему уникальные. В общем, друзья, это действительно уникальная, эксклюзивная вещь ручной работы, полностью ручной работы. То есть вот даже этот гранит не пилили на производстве, а кололи вручную, как обычно. Да, то есть металлическими клинышками раскалывали булыжник и устанавливали на камин. Просто человек, увлеченный этим, это, знаете, больше даже про идею, про хобби, про какой-то смысл, чем про коммерческую составляющую. Ну, любит человек это дело. И вот он годами копил эти камни, вот застройщик, который строил этот дом. И в итоге у человека есть руки и правильные руки.
и он из этого камня изготовил камин. Друзья, Инна мне уже остановила меня: остановись, пожалуйста, рассказывать про этот камин. Ну, я, честно, восхищен, воодушевлен. То есть у меня такие эмоции возникают, потому что, ну, много я видел каминов, но такого никогда. Кухня-гостиная. Здесь предполагается, что будет устанавливаться кухонный гарнитур, сюда выведены коммуникации, ну, в принципе, логично, да, глухая стена. Здесь обеденный стол либо таким образом, либо вот здесь становится обеденный стол, ну а здесь диван или какие-то очень удобные пышные кресла с видом на камин. Кроме того, друзья, по обеим сторонам от камина у нас огромные стеклянные витражи и боковые стены, вот как вы видите, да, с этой стороны, с той стороны у нас вот такие витражи от пола до потолка, панорамное остекление. Здесь у нас прекраснейший вид на море. Здесь мы с вами можем выйти на большой балкон. Глубина балкона 1,20 м, и он опоясывает полностью второй этаж. Несмотря на то, что это у нас городская среда, это у нас центр Сочи, все равно мы видим с балкона очень много зелени, такая вот рощица, ну, потому что там крутой уклон и застройка там не получается, поэтому вот так растет зелень. Как раз куда сейчас направлена камера, в дымке у нас находится море, и его видно здесь очень хорошо, просто, ну вот, к сожалению, сейчас Инна на солнце, во-первых, снимает, а во-вторых, вот дымка последние дни у нас держится, и море мы видим очень слабо. А с левой стороны у нас Кавказский хребет, где уже на верхушках лег снег, гора Ахун, вот все мы видим, всю панораму. Друзья, и здесь применен прием извне вовнутрь. Вот эта колонна, она у нас и снаружи отделана этим же камнем, и изнутри. Разделяет их всего лишь вот эта небольшая алюминиевая рамка и стекло. И колонна за счет этого смотрится очень хорошо, смотрится цельной, законченной. Вот вы видите, да, с этой стороны та же самая история. У нас за рамкой такой же камень и внутри помещения. И по такому принципу у нас сделаны все колонны в доме. Обратите внимание на этот подоконник. Многофункциональный. Хотите цветы, хотите подушечки, опереться на это бревнышко, да, сесть, кайфануть. Здесь у вас вид на море, здесь у вас вид на горы. Ну вот размер его в принципе позволяет. Здесь постелить что-то мягкое, сидеть, кайфовать, читать книгу у окна. Ну, классно. Толщина, друзья. Это платан, прям сделан огромный слэб, как вы видите, да, выдерживает абсолютно большую нагрузку. Ну, в общем, использовать можно как угодно. Даже, мне кажется, как небольшую рабочую поверхность. Ну, я имею в виду, там, поставить ноутбук, если вы работаете, как бы нет у вас кабинета, да, но иногда вам нужно, можно использовать. Друзья, дальше про дерево. Центральная балка, такой же акцент, как и камин. Это секвойя, огромная, в диаметре 90 сантиметров. Это большая редкость. Ну, где вы еще возьмете, в каком доме в Сочи вы увидите такие материалы. Обратите внимание на, допустим, вот эти столбы, да, вот с такой оставленной веткой специально. Вот мы ее сейчас с вами видим. Дальше у нас моеуверлаты, дальше балки, все это из лиственницы, из кедра. По симметрии здесь у нас стоит то же самое. Это было изначально одно и то же дерево, просто его распилили. Вот, и здесь, ну, получается, использовали здесь один фрагмент, там другой фрагмент. Дверь. Это еще один вход в дом, но уже с другого уровня. Мы с вами входили на первый этаж. И благодаря вот такой планировке по полэтажа, когда у нас этажи смещены по отношению друг к другу не на целый этаж, а на половинку этажа, у нас очень комфортно передвигаться к дому. Но почему сделан второй ход? Потому что там еще дополнительный участок, который мы с вами посмотрим. Там еще один въезд во двор, еще одно парковочное место и место, где можно организовать красивейшие зоны отдыха. Лестницу намеренно оставили в строительном варианте, потому что, учитывая уникальные способности застройщика, собственника этого дома, изготовить просто какой-то невероятный шедевр, это оставили, скажем так, на выбор будущему владельцу. Придет человек, купит, захочет эксклюзивную вещь, а все-таки лестница – это такая вещь в доме, которую не уберешь. Мебель можно поменять, стены перекрасить, лестницу нет. Она как была, так и есть. Ее нужно, и она находится у нас в интерьере, ее сразу нужно делать красивой. Поэтому здесь строй-вариант, а красивую лестницу уже по желанию будущего покупателя изготовит собственник. Любые материалы, любой дизайн, то есть любые возможности именно в работе с деревом у этого человека есть.
Друзья, второй этаж. На втором этаже у нас 3 спальни, 2 спальни вот такого формата, вот такого размера. Это, ну, я уверен, что дети здесь прям захотят. Вот дети вот любят такие какие-то вот уютные гнездышки. Здесь окно смотрит на вашу придомовую территорию, на зелень. Эта спальня ровно такая же, они абсолютно одинаковые, вот как вы видите. И главная спальня, да, санузел для второго этажа, для этих 2 спален. И главная спальня с большим балконом, с громадными стеклянными витражами. Здесь у нас вид на море, а в эту сторону у нас, ну, вот сейчас не видно, друзья, ну не видно, к сожалению, вообще вот просто белая пелена, как будто вот что-то белое, небо, непонятно, ну там море на самом деле. А в эту сторону у нас вид на заснеженные горы. У спальни есть, конечно же, классный балкон. Здесь либо может быть санузел и гардеробная, либо санузел побольше. Здесь уже будущий владелец решит. Сам факт, что вот оставлено место, где можно это сделать. С окном, естественно, с вентиляцией. И второй вход, о котором я сказал чуть ранее. Здесь такая же дверь из грецкого ореха, как и входная. К сожалению, сейчас на камеру я не смогу вам детали качества передать, но, во-первых, это красиво, это тактильно очень приятно. И так как я в свое время делал мебель, я абсолютно точно могу судить о качестве этой двери, как здесь она собрана. Она вообще собрана без единого гвоздя и самореза. Здесь мы с вами можем либо входить в дом, либо выходить на свою придомовую территорию. Друзья, здесь опять камни. Выглядит, возможно, не современно, но выглядит очень аутентично. И главное, что это очень практично и рационально. Никакого обслуживания, кроме подметания и мойки. Хотя, ну, если даже они там запатинируются, покроются немного мхом, да и фиг с ним, пусть это так и будет. Инна сейчас вам показывает, друзья, посмотрите, пожалуйста, на эту деревянную конструкцию, на эти стволы. Вот это как раз один из акцентов тоже в доме, это вот огромный кипарис. Ну, здесь, если честно, это у нас хвоя, ну, имеется в виду сосна, ну, другого здесь не нужно, все-таки это не силовая конструкция. Свесы кровли больше 2 метров, друзья, свес кровли. Поэтому эта сосна здесь будет стоять вечно, ничего с ней не будет, боковые дожди солнца сюда не попадают, ее как покрасили, не знаю, может быть обновить, лет через 10 придется перекрасить и все. В общем, сюда мы с вами выходим или входим, ну если мы будем говорить о сценарии, выйти из дома, да, здесь вот такая красивая лужайка с травкой, с кипарисами, здесь же у нас проход есть в погреб. Ну, а вообще это место предназначается и имеет еще, вернее, вторую функцию. Здесь пошаговая дорожка из камня. Кипарисы нужно чуть-чуть сформировать, вот эти подстричь. Вот сюда мы с вами проходим. И здесь у нас еще одно парковочное место. Здесь можно хранить квадроциклы, мотоциклы, может быть машину, которую вы не используете каждый день. Здесь становится огромный автомобиль, отдельные автоматические ворота, помимо основных, ну такие же по размеру. Там они единственно распашные, а здесь они откатные. Любой джип, любой какой-нибудь внедорожник полазит по грязи, тут по лесам, по сочинским, сюда остановится. Ну, а там, естественно, машины такие на ежедневку, на основной парковке. Друзья, вернулись мы опять от парковки к этой двери на втором этаже. Здесь у нас еще вот такой проходик, опять камень и небольшая террасочка, вокруг зелень, опять вид на море, но здесь у нас проход к нашему винному погребу. Это либо винный погреб, либо хозяйственно-бытовое помещение. Здесь, если честно, даже можно винишко взять, поставить. Тут такой затишек, так вообще холодочек, вот не попадает сюда солнце. Поставить пару удобных кресел, столик, и взять винишко оттуда и тут сидеть его смаковать, пробовать.
Друзья, я не знаю, как на камеру, но вживую кажется, что это вообще не Сочи, не Россия. Напишите, пожалуйста, вот что вам напоминает вот это место, вот какие ассоциации. Вот эти кипарисы, да, они, скорее всего, как смотрятся, какая-то хвоя на камере, камень вот этот, деревянная дверь, вот такой антураж, да, такая атмосфера создается. С чем у вас ассоциируется, что напоминает? Напишите, пожалуйста. В общем, здесь у нас дверь, друзья, и погреб. Самый натуральный винный погреб. Он по высоте, ну вот практически мне под голову. Здесь сухо и очень прохладно. Отличное место хранить винишко, хранить какие-то запасы, там закрутки. Кто-то, может, любит да, домашние закрутки. Но то же самое варенье. Вот, идеальное место для хранения. Естественно, сформированный климат, не искусственно созданный, а вот естественно, потому что он изначально строился погребом, и при его строительстве учитывались вот именно технологии, которые наши бабушки, дедушки строили погреба. Друзья, здесь нужно отдельное внимание уделить локации. Потому что, ну, так или иначе, большинство наших покупателей, большинство наших клиентов – это люди из других регионов, из других городов. И знать преимущества и тонкости каждой локации, естественно, вы не можете. Этот дом находится на улице Пятигорской. Административно это Хостинский район, но территориально это все-таки больше относится к центру Сочи. Если конкретно говорить, где стоит этот дом на улице Пятигорской, это что-то между микрорайоном Светланой, Золотым треугольником, одним из самых престижных и дорогих районов города, и микрорайоном Соболевка. Да, Соболевка, до сих пор шлейф от этой Соболевки тянется еще со времен Советского Союза, потому что тогда Соболевку называли деревней в центре города. Сейчас же Соболевка, друзья, это совсем другая история. Да, к сожалению, так сложилось исторически, что изначально это были дачные участки, а сейчас это перемешанная, смешанная застройка, где у нас стоят небольшие многоквартирные дома, 3-, 4-, 5-этажные и частная застройка. Конечно, где стоит этот дом, никаких многоэтажек нет, здесь исключительно частная застройка. Но на Соболевке так или иначе вот такой немножко дисбаланс присутствует. Но Соболевка это на сегодняшний день очень удобный район для жизни. Там даже школу огромную построили, просто огромную новую школу. Ну, ее сейчас достраивают, но в любом случае в этом районе ее не хватало. Но одно из самых главных, друзья, можно называть районы как угодно, ругать их, не ругать, давайте по факту. До Курортного проспекта, вот именно на микрорайоне Светлана, там магазин Перекресток большой. Здесь на автомобиле мы с вами будем ехать от 3 до 5 минут. Какая еще локация дает такую быструю доступность прямо к центру города, к Светлане, друзья. В 300 метрах отсюда магниты, пятерочки, овощные лавки, там можно овощи купить, еще продуктовый магазин, пекарня, зажарня, вайлберисы, озоны. Буквально в 300 метрах отсюда, буквально от этого дома. К дому комфортный асфальтированный подъезд, у дома центральные сети. Что еще нужно, да? И существует все-таки недопонимание до сих пор по этому микрорайону. Все думают, что ой, Соболевка, там Лысая гора и все остальное. Ну хорошо, давайте сравнивать с другими районами, где вы до центра будете добираться по 20, по 30 минут, а то и по 40 минут, есть у нас такие микрорайоны, да, где зачастую в часы пик бывают пробки. Здесь пробок никогда не бывает. Да, кстати, еще вернемся к образовательным учреждениям. Я сказал, что на Соболевке, это вот там за моей спиной, строится новая школа. На Светлане, естественно, это старый сформированный микрорайон, еще со времен Союза. Там вся инфраструктура есть, абсолютно. Детские сады, школы, поликлиники, любое бытовое обслуживание, то есть, ну, развитый район, что там говорить. Также, друзья, доступность к досуговым учреждениям, рестораны, какие-то развлечения, море. Если мы берем за точку отсчета Курортный проспект, до которого от этого дома ехать по комфортной асфальтированной дороге, да, она вот такая извилистая, но это все дороги такие в Сочи, кроме того же самого Курортного проспекта. От этого дома до Курортного мы едем с вами 5 минут, и еще 5 минут пешочком до набережной, до моря, до парка с Фрунзе, где располагается летний театр, где масса ресторанов на той же набережной, в том же парке Фрунзе.
Это примерно от того же самого Курортного проспекта минут 10 пешком, 2-3, наверное, минуты на автомобиле. Для представления примерно, где мы с вами находимся, до Зимнего театра, до Театральной площади, а прямо рядом с Зимним театром стоит гостиница знаменитая, ну все ее знают, гостиница «Жемчужина». Вот примерно, если мы проведем параллель вот так вот к морю, то мы уткнемся прямо в «Жемчужину». Вот примерно понимаете локацию. Почему до сих пор внятно никто не объясняет нашим покупателям, нашим клиентам, насколько эта локация привлекательна? Безусловно, если мы сравниваем с каким-нибудь там Аредой, завокзальным районом, да, где у нас сосредоточены многоэтажки, более привычный формат для большинства наших покупателей, когда ты чувствуешь, что ты в городе, в городской среде, вот, а здесь ты как бы за городом, но в городе. Вот, ну, вот собачки, наверное, вы слышите, гавкают, абсолютная тишина, покой, вид на море, вид на горы и комфортная 5-минутная доступность к центру города. Что еще нужно? По лестнице мы спускаемся на нижний уровень, и это наша зона кайфа, зона чила, зона дзена, отдыха, развлечений. Друзья, очень редко попадаются вот такие комфортные зоны. Ну, все по порядку. Здесь у нас котельная, здесь санузел, здесь сауна. Их не показываю, потому что они у нас без отделки. В этой же зоне под навесом и одновременно на солнце, на воздухе у нас находится бассейн. Бассейн размером 4×8. Дальше наша обеденная зона. Как вы видите, стоят шезлонги, прекрасный красивый стол из платана. Просто посмотрите на размер столешницы, на толщину столешницы. Ну и, конечно же, зона барбекю. Ну, я имею в виду мангальная зона. Друзья, ну, как вы знаете, мы много снимаем обзоров, а еще больше, кратно больше домов мы видим своими глазами. Чисто попытаюсь передать свои ощущения. Здесь зона, в которой так комфортно находиться, она немного нестандартно выглядит. Мы такие с вами очень редко встречаем, но здесь очень комфортно. Здесь, вот знаете, смесь приватности, какой-то защищенности, наверное, вот за счет камня, за счет этих стен, за счет вот таких вот очень основательных конструкций, вот этого дерева, да, когда на него смотришь такое могучее бревно. Возможно, как-то вот там на подсознании создается ощущение какой-то защищенности. Приватность создает то, что вот все-таки окружен этот уголочек, да, здесь у нас стены, впереди у нас стена из зелени, это кипарисы молодые, высажены пару лет назад. Друзья, вы через год еще надо будет их стричь, формировать. И одновременно за счет объема высокого потолка, за счет вот этих больших проемов здесь создается ощущение простора, комфорт. И это вот смесь вот этих ощущений приватности, комфорта и свободы заставляют здесь тебя чувствовать очень комфортно. Честно, друзья, я сейчас не преувеличиваю, это не для красного словца. Откровенно говоря, вот я удивлен, честно. Мы здесь в этом доме второй. Инна с меня смеется, как я преподношу материал. Друзья, ну, откровенно говоря, ну, искренне смеется, что я вот так эмоционирую. Но потому что действительно вот какое-то ощущение кайфа. Хотя мы этих пространств видели сотни и тысячи, но вот здесь она действительно какая-то особенная. Когда мы вас сюда привезем показывать, вы действительно сможете это понять, ощутить. Вот такое уникальное предложение. Как я и сказал, таких домов в Сочи практически нет, но в центральном Сочи, в центральном районе и подавно. Этот дом действительно для тех, кто любит натуральные материалы, кто любит единение с природой, но при этом живет максимально близко к городской инфраструктуре, к городской среде и с комфортной доступностью к этой инфраструктуре. Стоимость этого предложения на сегодняшний день 120 миллионов рублей. По параметрам, повторюсь еще раз, дом 228 квадратных метров, 6,4 сотки, все центральные коммуникации, ну кроме канализации, здесь ее просто нет. Канализация – локальное очистное сооружение. Не забывайте про наши другие ресурсы, потому что наши видеообзоры выходят на YouTube, на Рутюбе, в Дзене, в ВК-видео, также телеграм-каналы и наш сайт. Все ссылки в описании к ролику и в первом закрепленном комментарии. Ну а на этом прощаемся. Всем всего доброго, всем всего хорошего и увидимся в следующем видео.